Всем привет! Сегодня мы приготовим домашние приправы. Для этого нам понадобится 700 грамм лука, 1 килограмм моркови, 400 грамм корня сельдерея, немного зелени, 50 грамм чеснока и 80 грамм острого перца. Первым делом я нарезаю и отправляю в дегидратор зелень. Укроп я нарезаю вместе со стебельками, но если укропа очень много надо посушить, то лучше стебли сушить отдельно, а листья отдельно. Зелень лучше сушить при невысокой температуре 30-35 градусов. Теперь займемся корнем сельдерея. Я его уже очистила и сейчас нарезаю на тонкие пластинки и выкладываю на решетку дегидратора. Сушить корень сельдерея можно от 40 до 50 градусов. Чем ниже температура сушки, тем больше витаминов сохранится. Время сушки зависит от того, насколько тонко вы нарежете пластинки и от вашего дегидратора. Острый перец прямо вместе с семенами я нарезаю колечками и тоже отправляю в дегидратор. Его я не буду добавлять в общую приправу и оставлю в отдельной баночке. Очищенный чеснок я тоже нарезаю пластиночками. Его, как и острый перец, я тоже буду хранить отдельно. Его можно будет добавлять прям пластинками в блюдо, либо измельчить в блендере в порошок. Зелень у меня уже высохла, ее я откладываю отдельно, потому что ее я не буду измельчать в блендере. Морковь я уже очистила и буду нарезать ее на вот такой вот шинковке. Это позволит достаточно тонко нарезать морковь за относительно небольшое время. Морковь я сушу в два этапа, так как она сохнет достаточно долго. Сначала я плотно раскладываю кружочки и отправляю в сушилку. Когда морковь несколько завялится и потеряет в объеме, ее можно будет объединить с нескольких подносов и поставить на них сушиться что-то еще. Сушеная морковь должна не гнуться, а ломаться. Перекладываю ее в миску. Острый перец собираю в отдельную баночку. Добавлять в блюдо я буду его прям так кружочками, не измельчая. Теперь можно заняться луком. Его я также почистила и теперь нарезаю полукольцами. Когда сушите лук, надо быть готовым к тому, что сохнет он долго и все это время в квартире будет стоять запах лука. Но результат того стоит. Приправа получается вкусная и ароматная. Все продукты помимо зелени я сушила при температуре 50 градусов. Теперь осталось только измельчить все продукты и смешать нашу приправу. Я делаю это при помощи вот такого блендера. Совершенно не обязательно измельчать прям в порошок, достаточно просто мелких кусочков. Добавляю такую приправу я преимущественно в супы. Теперь в приправу можно добавить немного соли, чтобы лучше хранилась, и перемешать с зеленью. Ну вот и все, приятного аппетита! Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал и будем готовить вместе.